Spice Podcast. Всем привет, это Богдан. В эфире новый выпуск еженедельных новостей про NFT, метавселенные, технологии, криптовалюту и, конечно же, искусственный интеллект. Поехали! Twitter предоставит возможность покупки акций. 13 апреля в Твиттере появилась возможность покупать акции. Все социальные сети последнее время идут по пути расширения функций. Есть огромное количество, сотни миллионов пользователей, и нужно это, конечно, использовать. Но добавлять продажу акций, это, как-то уж совсем не туда ребята пошли. Торговля акциями все-таки дело консервативное, и люди в первую очередь будут использовать приложения для инвестирования, а не социальные сети. Поживем, увидим. Adidas запустил вторую фазу NFT-инициативы. В прошлом году они запустили свою метавселенную. В первой фазе, в первом этапе ее развития можно было создать аватара, которого можно было одевать в разную одежду. И сейчас Adidas запустили вторую фазу, где выпустили серию камней, которые улучшают вашего аватара. Самое главное, что нам нужно понимать, Adidas продолжает верить в метавселенную так же, как и мы. Snoop Dogg продемонстрировал дизайнерский золотой Ledger. Для начала объясню, что такое Ledger. Это флешка, которую вы подключаете к вашему компьютеру, и она, по сути, является ключом к вашему кошельку. Кошельку, на котором хранится цифровая криптовалюта. И к этому кошельку есть доступ только у вас. Причем есть доступ только с помощью этого Ledger, с помощью этого ключа. И если вы потеряете ключ, то вы потеряете доступ к кошельку. И Snoop Dogg решил выделиться, как он обычно это делает, и сделал Ledger золотым, инкрустированным драгоценными камнями, и выгравировал имя Snoop Dogg. В общем, ребят, вы теперь знаете, что мне подарить на день рождения. Alibaba представил конкурента чата GPT. Alibaba — это китайский гигант, который выпускает огромное количество разных технологий, приложений, и, конечно же, они не могли пройти мимо хайпа искусственного интеллекта. И вот недавно они представили свой китайский искусственный интеллект, который разговаривает на китайском, отвечает вам, и на английском. Так что, если вы знаете китайский, вы знаете теперь, куда обращаться. Что интересно, сегодня в топе приложений по скачиванию в Америке 5 приложений созданы Китаем. В общем, Китай идет семимильными шагами, наступает на пятки американцам, а где-то уже их и обгоняет. Нижнее белье Мадонны выставили на продажу в виде NFT. А вы говорите, что NFT никому не нужен. Вот смотрите, взяли трусики Мадонны 1987 года производства. Более того, она в них один раз выступала. Пела песню Dress Up You на одном из концертов мирового турне того же года. И взяли эти трусики, поделили их на 300 кусочков. Я не знаю, физически это делали, либо это как-то в онлайне. И каждый кусочек сейчас продают в виде NFT токена по $100. Суммарно ребята соберут $30 тысяч. Не такая уж большая сумма. Я думаю, что если бы продавали где-нибудь на аукционе, то можно было бы выручить больше. Подождем, увидим, посмотрим, сколько будет стоить кусочек трусиков Мадонны. В Индонезии на острове Бали можно будет покупать гостиницы за токены. То есть не саму гостиницу, а можно будет инвестировать в них. И тут имеется в виду за NFT токены, либо криптовалюту. И это очень сильно упрощает жизнь. Потому что представьте, вы живете в Бразилии, и вы захотели инвестировать деньги в сказочный остров Бали, где-то в стране в Индонезии или в один из островов на Мальдивах, например. Вот так у вас завалялось лишних пару миллионов долларов. Для того, чтобы отправить $2 миллиона из Бразилии в Индонезию, вам нужно пройти 7 кругов ада, 7 кругов бюрократического ада. Вам нужно заплатить кучу налогов, комиссий и так далее. Сами все понимаете. Если же вы покупаете токен в криптовалюте, то это происходит за считанные секунды, и у вас даже никто об этом не спросит. Более того, никто об этом не узнает. Поэтому криптовалюта здесь как никогда кстати, так как все происходит в интернете, никаких отчетов нет, все максимально, с одной стороны, прозрачно, с другой стороны, непонятно, кто это делает. В общем, инвестируйте деньги в гостиницы на Бали с помощью криптовалюты.
Илон Маск покупает 1000 графических процессоров для проекта Twitter AI. На прошлой неделе я вам рассказывал новость о том, что Twitter подписал петицию, в которой попросил заморозить развитие искусственного интеллекта, так как он переживает. На этой же неделе мы узнаем, что он решил запустить свой искусственный интеллект. Что получается? На прошлой неделе он говорил: ребята, останавливайтесь, а на этой неделе я топлю, да, то есть я буду делать конкурента для вашего искусственного интеллекта. Пока непонятно, чем будет заниматься искусственный интеллект в Твиттере, но мы точно знаем, что он докупил огромное количество оборудования для разработки, собственно, искусственного интеллекта. Короче, Илон Маск, как обычно, пытается усидеть на двух стульях. Получится ли у него это сделать? Поживем, увидим. Регулятор ценных бумаг Аргентины позволит любому человеку инвестировать в биткоин. Будет это реализовано с помощью фьючерсов. То есть вы сможете их покупать, биткоин растет, вы, собственно, на фьючерсах зарабатываете. Это очередной шаг на пути к становлению Аргентины центром инноваций и финансовых технологий. Два студента продавали фото голой девушки, которая сгенерировала нейросеть. На Reddit появилась новая страничка, которая принадлежала девушке. И эта девушка говорила о том, что смотрите, я сейчас в одежде, но у меня есть фотографии, где одежды гораздо меньше, ткани очень мало. И ребята некоторые решили приобрести эти фотографии с небольшим количеством ткани. И когда девушка им эти фотографии отправила, те поняли, что это обман. То есть эти фотографии сгенерировал искусственный интеллект. В общей сумме студенты заработали порядка $100. И самое интересное, что про эту новость написал журнал Rolling Stones. NFT-коллекция пассов в метавселенную MetaTrace на первом месте. На прошлой неделе мы бесплатно раздали порядка 10 тысяч NFT-пассов, то есть пропусков, в нашу метавселенную. После бесплатной раздачи запустился вторичный рынок, то есть кто-то эти NFT-пассы выкупал. И по итогу нескольких дней мы попали по количеству продаж на первое место на самом популярном маркетплейсе NFT OpenSea. NFT-пасс выглядит таким образом, и это, собственно, пропуск в нашу метавселенную. И в дальнейшем каждый кошелек, на котором будут храниться NFT-пассы, будет получать бонусные дропы, NFT, криптовалюты, и будет первым получать доступ к большому количеству функций. Приобретайте наш NFT-пасс на маркетплейсе OpenSea. За найденную ошибку в ChatGPT могут заплатить до $20 тысяч. OpenAI – это компания, которая разработала самый популярный искусственный интеллект сегодня, ChatGPT, заплатят от 200 до 20 тысяч долларов человеку, который найдет ошибку. В общем, общайтесь, находите ошибки, отправляйте их разработчику, и, возможно, вы на этом заработаете. Разработчики ChatGPT планируют интегрировать искусственный интеллект в человекоподобных роботов. Вот, друзья, собственно, мы и дожились до тех времен, которые мы так с вами долго ждали. В общем, OpenAI инвестирует $23,5 миллиона в разработку роботов, которые называются 1X. На этот раз ребята планируют выпустить максимально mass-adoption версию, которую может любой из нас с вами приобрести. Сколько будет стоить такая технология, пока непонятно, но мы все в ожидании, когда же роботы окажутся здесь. Bloomberg узнал о новой профессии шептуна с зарплатой свыше $335 тысяч в год. Инженеры, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта, сегодня являются одной из самых высокооплачиваемых профессий по версии Bloomberg. И вот сейчас приводится статистика, что они зарабатывают от 250 до 335 тысяч долларов в год. И самое интересное, что такие профессии называются шептун. То есть это человек, который шепчет что-то искусственному интеллекту. То есть он с ним общается, он ему что-то наговаривает. И, видимо, вот эти секретики никто не знает. Потому что если бы мы с вами эти секретики знали, то мы бы с вами тоже зарабатывали так много. В Steam становится все более популярней так называемый бразильский ответ GTA под названием 170
1. В ближайшее время все мы знаем, что выйдет GTA 6. Пока все ждут новую версию GTA, а именно GTA 6, появился бразильский ответ для Rockstar Gaming. Это игра с открытым миром, которая раскинулась на просторах Бразилии, где есть бандиты, группировки, вы можете погулять по фавелам, а если вы нарушите закон, то за вами непременно будет следить полиция. В общем, бразильский ответ GTA становится все более и более популярным с каждым днем, и мы вам советуем присмотреться к этой игре. Но это был Богдан, на сегодня все. Пока! Trace Podcast.